Привет, я Лара. И вот уже почти 8 лет я живу в стране пирамид и горячего солнца. Северная Африка находится достаточно близко к Европе. Тем не менее, чтобы попасть с одного континента на другой, есть только один путь – это перелеты. Сегодня я расскажу, как я добиралась в Египет в нынешних реалиях, в сложной политической обстановке, с возможностью отмены или переноса рейса и с ценами, которые больше напоминали полеты в космос. В моем случае задача оказалась еще более сложной. Мне нужно было попасть из Хургады в Донецк, а потом вернуться обратно. В конце января без каких-либо проблем я купила билеты. Мой путь лежал из Хургады в Москву, затем в Ростов, а оттуда частные перевозчики везут в Донецкую Народную Республику. Многие знают, что я родом из столицы Донбасса, из города под названием Донецк. Я расскажу, как же сегодня добраться из Египта до этого места и что мне придется пройти для того, чтобы оказаться в моем доме. На момент конца января я летела авиакомпания S7. Буквально накануне я вернулась из Александрии, и у меня была отличная возможность сравнить сервис египетского флагмана EgyptAir с работой российской компании. На мой взгляд, первые явно проигрывали по многим показателям. S7 оказались на высоте от начала полета до самого конца. Салон самолета, расстояние между креслами, внимательные бортпроводники с заботой о каждом пассажире и отлично ланчбокс. Из 3 предложенных вариантов я выбрала рыбное меню. Базовый набор был для всех одинаковый. Он включал в себя следующее: кусочек черного хлеба, стик с майонезом, маленький контейнер с сельдью под шубой, баночка куриного паштета, упаковка печенья и сливочное масло. Также в набор входила булочка и одноразовые приборы. Каждый пассажир имел возможность зарядить телефон и полюбоваться панорамой, если, как и мне, досталось место у окна. К большому счастью, соседей рядом не оказалось, и я могла разместиться на 3 сиденьях, даже вздремнуть. При желании можно было взять плед, они, как и все атрибуты компании, выполнены в фирменном цвете S7, ярко-салатовом. Этот цвет мы видим на многих деталях салона самолета. Первая часть полета заняла более 4 часов, но усталости за это время я вообще не почувствовала. Итак, чтобы в свете последних событий мне добраться до города, в котором я родилась, мне понадобилось добраться из Хургады до Москвы. Здесь ничего, в принципе, сложного не было, за исключением того, что нужно было просто купить билет. А в Москве оказалось все уже немного сложнее, потому что меня очень долго продержали на паспортном контроле. Прям сильно долго я начала волноваться, потому что у меня следующий самолет буквально через 20 минут будет посадка. В общем, все нормально, все хорошо, я прошла все регистрации. Теперь мне предстоит полет до Ростова, а дальше я вам всем скажу. После теплого и позитивного Египта мне было очень неуютно, холодно и даже мрачно. Из плюс 25 я попала в минус 10, и признаюсь, это был еще тот стресс. Насколько меня напугал просто аэропорт Домодедово, огромный, ничего не понятно. Меня там пытали очень долго. И настолько сразу стало комфортно и приятно в Ростове-на-Дону. Ну, теперь осталось забрать багаж, дождаться 5 утра, пока договоренный трансфер меня заберет из аэропорта и повезет в Донецк. В общем, путешествие еще длится. Платов оставил, очень приятные воспоминания. С каждым полетом я открываю для себя что-то новое. Например, недавно я открыла для себя, какой ужасный аэропорт в Каире. Хотя нет, вру, давно открыла для себя. Ничего не понятно, никаких указателей, никаких знаков. И вот сегодня, прямо сейчас, я открыла для себя очаровательный аэропорт Платова в Ростове. Слушайте, просто чудесный, небольшой, все понятно, компактно. Выходишь, тут тебе и кофешопы, и все, что хочешь. Прям чудесно, раз чудесно. Прям Платов молодец. Более того, в аэропорту оказался свободный Wi-Fi. Такой роскоши не было в Домодедово и в Минеральных водах на моем обратном пути. Приятно удивил автомат, в котором можно было купить цветы.
Но мне было не до них. Ожидание в несколько часов ночью в Ростове оказалось самым сложным. Кстати, не одна я сплю, много спящих на сиденье. Мне нужно поспать буквально 2 часа. Около 5 утра мне позвонил водитель, который довез меня до границы с ДНР. Российский пограничный контроль, а затем ДНРовский нужно было проходить пешком. Строгая проверка документов, личных вещей и множество вопросов, куда и зачем я еду. Никаких комментариев, нету слов. Этот этап путешествия оказался самым неприятным. Да и Донецк встретил серостью, унылостью и холодом. На тот момент я даже представить не могла, что случится 24 февраля и что мое возвращение в Египет отложится на долгие 3 месяца. Случилась отмена полетов большинства российских компаний, а международные флагманы подняли цены до космических. Лишь к концу апреля мне удалось найти приемлемый вариант, и я отправилась в обратный очень непростой путь. Ранний выезд из Донецка. Спасибо перевозчикам компании «Пегас Такси» за четкую и слаженную работу. Переход границы ДНР пешком, затем Ростов-на-Дону. Оттуда, после нескольких часов ожидания, я отправилась поездом «Ласточка» в город Минеральные Воды. Железнодорожный вокзал Ростова мне больше напомнил бизнес-центр. Внутри все современно и аккуратно. На 2 этаже большой зал ожидания. Достаточно мест. Есть возможность покушать, выпить кофе и даже посмотреть выставку юных художников к 9 мая. Все бы отлично, если бы не отсутствие Wi-Fi. Он как бы был, но подключиться мне не удалось, и сотрудники помочь мне не смогли. Дорога из Донецка до Хургады занимает у меня примерно 24 часа. И это при том, что очень короткие стыковочки между всеми видами транспорта. В нынешних реалиях путешествовать очень непросто. Поезд «Ласточка» вполне комфортный, хотя нюансы были. На посадке меня заставили перерегистрировать билет за отдельную плату. Также очень некомфортными оказались сиденья. В 8:30 я вышла на станции «Минеральные воды». Городок сразу произвел очень приятное впечатление. Итак, я 10 часов в пути, и я всего лишь добралась до города Минеральные воды. Сейчас я отправлюсь в аэропорт, из которого я буду лететь уже в Хургаду. Но это все еще будет не очень скоро, поэтому немножко отдохну. Вокзал в Минвода как с открытки из детства. Особенно знаменитый орел. А еще не оставил равнодушным мужчина с фотоаппаратом, который предлагал экспресс-фотосессии прямо на вокзале. Как по мне, здание вокзала должно быть именно таким, немного напоминающим музей. А по гостеприимности все города должны быть как Минеральные воды. Даже таксист возле вокзала не заломил цену, а повез меня в аэропорт по обычному тарифу. Дорога заняла не более 15 минут. Минеральные воды за 15 минут пребывания в городе порадовали. Маленький, чистый, аккуратный вокзал. Очень дружелюбные люди, вполне приемлемые цены на такси. Но вот с аэропортом какие-то явные недоработки. Видите, где я сижу? Да, мест сидячих очень мало. Все, естественно, занято. Совершенно некуда приткнуться. Поэтому вот так. Я нашла укромный уголок, расположилась прямо на полу и попыталась немного отдохнуть. Путешествие, начавшееся в 5 утра, к 10 вечера меня порядком утомило, а до дома еще 1000 километров. Лишь после регистрации, долгой проверки на паспортном контроле, сотней вопросов, проверкой моих социальных сетей, данными всех близких родственников и прочим, я смогла выдохнуть. Wi-Fi в аэропорту нет, поэтому лишь утром из Хургады я смогла сообщить родным, что все в порядке. Полет с компанией «Азимут» прошел в полудреме. Усталость взяла свое. Зато египетский курорт встретил яркими огнями роскошных отелей, теплом и приветливыми улыбками. Надеюсь, сегодняшние сложности не отобьют у вас желание путешествовать. А может быть, кто-то планирует в ближайшее время отдыхать в Египте? Пишите, и я буду рада встрече на берегах прекрасного Красного моря.